Приветствуем вас на канале Раиса Криченко «Дача, сад, огород, цветы». Мы уже вам показывали, как мы делали гряды осенью, как мы высевали чеснок. Буквально минуту мы это тоже сейчас вам еще покажем. Но сегодня тема, как в грядах очень удобно собирать семенной чеснок. И мы сейчас покажем и расскажем вам, как мы это делаем и причем мы используем гряды и для посадки чеснока, а также для второго урожая. Здесь и заложен маленький будущий садик такой из экзотических растений. Так вот, здесь у нас после чеснока, конечно, сложности есть. У нас в этом месте растет еще и бахча. Сложно, конечно, убирать, но что поделаешь, нужно это делать. И ничего простого такого на земле нету. Нужно просто трудиться и получать удовольствие от этого труда. А сейчас напомню, что мы здесь делали. Мы осенью насыпные грядки такие сделали. Знали, что такая будет весна долгая, холодная. Кстати, даже без холодной весны все равно чеснок у нас поспевает уже к концу июня, в первых числах июля, поэтому можно спокойно делать гряды и озимые культуры высаживать, и чеснок, и лук тоже в гряды, как мы это делаем, и довольно-таки хорошо все получается. Если же даже осадков нету, то здесь легко поливать не сверху, а именно вот эти между грядами ямки, которые можно наполнять водой. Но во время осадков у нас сильные ливни были в этом году, дождей было много, и всегда здесь собирался дождь. Естественно, здесь у нас и мы посадили рассаду дынь, арбузов, и вот их высадили, когда уже появилась такая возможность, потеплел грунт, и грунт прогревается в грядах намного быстрее. Вот такая технология позволяет нам получить ранний урожай и быстрее урожай семян чеснока и самого чеснока зимового и лука, и получить потом второй урожай еще культур, которые нас радуют уже в конце июля, в августе месяце своими плодами. Вот такая интересная тема. И сейчас мы покажем, как мы выбираем чеснок, и из чего этот чеснок получается, и как это все происходит. Потому что очень многие новички, они говорят, зачем вы режете стрелки, зачем вы их собираете, как дальше, что с ними делать. А вот они как раз являются той основной базой здорового чеснока, потому что именно через стрелки можно получить здоровый чеснок, он не болеет, как вот тот, который мы используем, уже взрослый чеснок, зубки. А этот семенной чеснок довольно-таки здоровый, и нам нравится использовать вот этот чеснок. Причем получаем и урожай, и семена свои получаем. И покупали по 200 граммов очень дорогого чеснока, испытывали, и уже осталось у нас то, что нам понравилось, и мы его будем использовать дальше при выращивании чеснока, озимого чеснока и озимого лука. Для лука тоже там оставлены несколько растений, но с луком у нас проблем нету. А вот чеснок очень болеет, поэтому мы всегда стараемся сделать свои семена. И это очень хорошо. Ну а теперь давайте приступим к тому, что мы делаем, как мы убираем. И еще раз покажу, как из чего вот это все получается. Вы уже видели, мы показали, что мы дождались вот с таких стрелок. Они подсохли, семена. И вот эти семечки были посеяны. Сейчас у нас тоже созревают новые стрелочки, а тем временем мы уже готовы. Вот это первый год, сейчас у нас будет первогодка. Вот я уже даже покажу, я уже часть собрала, видите, это первогодка, кругленькие такие. Что мы делаем? Чем хороша гряда вот эта? Возвышенность. Очень удобно собирать и легко это делать. Просто чуть-чуть грабельками поддели, не забивается земля и легко выбирать, и видно все. Ну, мы говорили уже о том, что это очень удобно в плане того, что рано прогревается грядка и легко
сразу же прогревается и быстро идет рост. Ну и еще очень важный момент этого способа. Сейчас еще вот так вот. О, легко, видите, как они разные. Еще легко работать с заболеваниями, когда он наверху, не внизу. Дождь идет, и обычно, если внизу, замокает, загнивает, а здесь наверху. И получается очень хороший результат. Кстати, потом у нас на следующий год здесь будет ранний чеснок. Мы уже заметили такую тенденцию. Собрать все равно все невозможно, потому что они и очень маленькие есть. Ну и есть достаточно красивые. Вот сейчас мы снова вот так ее, эту грядочку. Видите, как удобно? Они все наверху, эти растюхи. Вот, конечно, стоять не сильно удобно, потому что нужно подобраться и к этой грядочке и не навредить дынькам, арбузам. Но ничего страшного нету. Но зато, смотрите, как удобно. Себе развернул землю грабельками, и тут все тебе видно. И собираешь. Вот таким образом. Вот так вот. Видите, как они красиво. С одной стороны, с другой. Вот немножечко запаздываешь с сбором, ничего страшного, наверху. Вот сейчас идут дожди во многих регионах и затапливает. А высокая грядка дает возможность, чтобы быстро и после дождя грядочка прогревалась, просушивалась. И здесь растения, вернее наши луковички, себе не загнивают. Ну, конечно, надо убирать, потому что будут прорастать. Им же только дай воду и дай условия. Смотрите, прямо сверху, не закопанные, они очень легко собираются. Эти луковицы, вот таким образом мы их выбираем. О, смотрите, как хорошо. Как они хорошо видны, все луковички. Там, где мы мало посеяли, редко, там, конечно, покрупнее. Вот где густо, где их много, то, конечно, чуть помельче. И вот с этих луковичек на следующий год будут, это сейчас у нас одногодка, на второй год бывают очень даже крупные луковички. Я сейчас вам их покажу. Слова словами, а вот доказательство того, как мы получаем вот такой крупный чеснок. Вот это у нас одногодка, которую мы вот собрали в этом году. Есть довольно такие крупные. Вот это у нас двухлетка. И вот на третий год вот такие огромные чесночины мы получаем. Вот она, прекрасный чеснок. И вот двулетка. Вот здесь собраны в ящичке у нас вот за 3 года работа с семенным чесноком. Вот такой результат у нас получается. И я думаю, что стоит этим заниматься для того, чтобы получать свои. А вот так хранятся наши чесночины, вот которые мы собрали в ящичках. Смотрите, эти ящички очень удобны. Снизу доступ воздуха есть. И здесь тонким слоем, не толстый слой. Они должны просохнуть, вот эти чесночинки, и должны обязательно пройти процесс дозаривания. Солнце здесь не поступает в течение дня, поэтому наши растения, наши однозубки будут спокойно проходить вот этот процесс перехода в состояние покоя. А затем мы переберем, где-то через недельку, переберем вот такие тавочки. Где-то высота здесь их до 8 сантиметров, до 10, нет, 8 сантиметров точно. Набираем неполные и складируем уже в темное прохладное место. В гараже у нас там есть такое место. И там у нас нет влаги и не сухо. И вот эти зубчики все остаются целыми. Если же их так в ящике оставить и на улице, то они высохнут. Поэтому через время, когда уже они будут готовы к тому, чтобы подсохнут, будет видно. Перебираем их. Можно сразу даже провести раздел крупные калибровку и сложить в определенные ящички по сортам и занести на хранение до момента посадки уже осенью. Вот это двухлетний у нас чеснок. На третий год будут большие крупные головки.
огромные получаются. Вот смотрите, какая красота. Вот это маленькие мы, которые собираем, это одногодка была. А это вот уже на следующий год, когда они вот остаются у нас на участке. И мы вот такие чесночки уже вытягиваем. Довольно такие большие. Здесь вот видите, какая красота. Это у нас просто на грядке, где в прошлом году были чесночины. И вот мы повытягивали вот такой чесночок. Очень хороший, здоровый чеснок. И его высаживаем уже осенью под зиму. И на следующий год будет замечательный здоровый чеснок, который не болеет. Вот это прелесть. И в этом преимущество. Преимущество нашего способа выращивания семян чеснока в том, что мы получаем качественные, здоровые семена. И причем из очень дорогих чесноков с помощью стрелок мы получаем свой семенной материал и получаем затем уже дешевые свои семена и обеспечиваем себя чесноком на последующие годы. Вот такая важная тема. Мы продолжаем собирать чеснок, семена чеснока, одногодку в грядах и получаем удовольствие от этого, потому что легко и видно, и удобно с этим работать. Видео подготовили Раиса Горяченко, Александр Волик. Всего вам самого доброго. Срезайте стрелки, выращивайте самостоятельно семена и получайте свои семена и получайте хороший урожай здорового чеснока. До новых встреч на нашем канале. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра та гарних врожаїв овочів і особливо часнику. Сьогодні ми збираємо часник. Він був посаджений у нас у таких підвищеннях, грядах, греблях, по-різному називають. І були доріжки, а доріжки були з осені заповнені органікою, те, що залишалося від квітів, від інших частин рослин. А на грядах, на цих горбках, на греблях був посіяний часник, насіння часнику із стрілок. І ось ми маємо такий врожай. От. Зараз ми його збираємо. Трошки більші, трошки менші, різні часничини. Є ось такі вони у нас. І ми їх збираємо з допомогою і сапки, і от таким чином з допомогою маленьких грабельок. Бачите, який гарний часник. Однозубки. Що буде далі, ми розкажемо в нашому відео. Для чого ми це робимо. Ось так гряди зараз у нас виглядають. У нас тут і вже розсада кавунів в день посаджена. А зараз ми, бачите, воно наверху і дуже легко, можна сапкою, можна грабельками, по-різному. Просто показую різні варіанти. Дивіться, як легко все це працює. Дивіться, скільки тут чесничку. Багатенько сіяла, насіння було багато. І от воно є різне. І так легко тут збирати, тому що воно в одному місці, не треба копати. Я знаю, що вони залишаться, чесничини деякі, але не страшно, ми потім будемо мати ранню продукцію, і вони будуть крупні, і будемо отримувати гарний врожай уже вітамінок рано весною. Дивіться, які вони гарненькі, ці чесночини. Ось, бачите, які. От є трошки більше, є трошки менше. Все залежить від того, наскільки густо було посіяне насіння. Десь більше впало, десь менше. І ось це насіння ми збираємо і поки в відро, а потім перенесемо навіть ось такий, бачите, дуже великий є. От. І всі ці маленькі однорічні насінини ми це збираємо у відеречко. Робимо це так акуратненько, тому що у нас тут треба залишити в живих дині, кавуни. Вони ж вже чекають, коли вони будуть вільні. І треба встигнути зібрати. З одної сторони треба зібрати, тому що дощі інколи випадають. Та й вже достигло. А якщо дощик, то воно починає проростати, це насіння. І тому треба зібрати, просушити. Покажу, де ми як сушимо. Зараз поки це в відро. А потім ми його розміщуємо
місце для того, щоб вони дозрівали і знаходилися у стані підготовки до посадки уже осінню. Восени будемо садити в кінці осені, висаджуємо разом з усіма часниками. Ось подивіться, бачите? От він вже починає навіть проростати. У нас дощі, дощ за дощом, хоча це грядка наверху. І тому треба зараз спішити зібрати весь часник. Але бачите, тут земля більш-менш суха, просохла після дощу. Ось дуже легко вибирається. Навіть у нас на півдні України, тут у нас земля суглинки, але бачите, вдається не глибоко посаджений, не можна глибоко садити насіння. І ось такий результат. Гарний урожай чесничку, який нам дозволить отримати в наступних роках вже свій чесник і не купувати. Але якщо я десь щось побачу дуже-дуже гарне, от хочу побачити, бачите, шкідники. Є всі, хто тут що хочеш. На тепленькому ми зараз з ним справимося. Отак от. Ось таким чином ми вирощуємо насінневий часник. І зараз я вам покажу, де ми зберігаємо і що з ним далі буде робитися до посадки. Де він зберігається, поки що буде. Зараз йдемо і покажу, поки грядка трошечки. А ось тут вони зберігаються в таких ящичках і тоненьким таким слоєм засипаються, і знизу повітря поступає, і зверху вони повинні просохнути. Тут немає сонця, протягом доби сонце не поступає. І є можливість насінню тихенько, природно пройти процес дозарювання. Ось бачите, де знаходиться. В таких ящичках дуже-дуже добре саме в таких ящичках їх зберігати, але коли просохнуть, ми переберемо і тоді їх складемо, щоб вони геть не висохли, вони можуть висохнути, вишептуватися, як говорила бабушка, то ми вже будемо складати, зараз покажу в які ящики. А потім, вже коли висохне, це десь через недільку я переберу їх і складаю ось отакі тавочки. Накладаємо неповні, десь сантиметра 2-3, неповні ящики, ці тавочки, і заносимо уже в приміщення. У нас спеціальне приміщення там в гаражі, там прохолодно і не так сухо і жарко, для того, щоб ці насінини не вишепталися, а були ціленькими і зберігалися до моменту посадки. Ось така у нас посуда є для цього. Зберігання вже перевірено. Продовжуємо збирати насіння чеснику, тобто однозубку. І наступний рік обов'язково у нас вже буде насіння чеснику дворічне, це теж буде ще одна зубка, а вже на третій рік буде свій здоровий чесник з зубками уже. Ось така важлива робота нами зараз проводиться. Дуже гарна робота і приємна, тому що отримуєш задоволення від того, що ти твориш своїми руками, твориш нові рослини. І таким чином відбір ідей, нові сорти з'являються. Дивимося, які вони, що найкраще себе веде, ми їх залишаємо. Ну, а ті, що слабенькі, ми їх просто виводимо із нашого використання. Дуже цікаво, і ми поділилися з вами своїм досвідом вирощування свого здорового насіння чеснику, озимого чеснику із стрілок. На цьому ми завершуємо наше відео. На все вам добре. Відео підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. Будьте всі здорові і займайтеся вирощуванням свого особистого насіння. Будьте здорові!